В этом видео фура с прицепом прыгнет на 25 метров. Вы увидите, как Нюрбургринг проезжают на двух колесах. Мы покажем мертвую петлю на машине и многие другие удивительные автомобильные трюки. А в конце мы расскажем об авто, проехавшему по канату, как настоящий канатоходец, и о безумном прыжке на машине, приземляться после которого пришлось при помощи парашюта. Так что смотрите до конца. Поехали! В 2014 году был установлен новый мировой рекорд по прыжкам в длину на фуре. Тягач Рено команды Lotus, который перевозит оборудование для Формулы-1, подпрыгнув на трамплине, преодолел расстояние в 25 метров. За рулем машины находился известный каскадер Майк Райан, в свое время выполнявший автомобильные трюки в фильме «Терминатор 2». Именно ему принадлежит авторство зрелища, за которым наблюдали эксперты из книги рекордов Гиннесса. Но не сам факт полета делает этот трюк невероятным. Конечно, чтобы взлететь на фуре, нужно иметь огромную смелость. Но Майк Райан, кроме того, позволил гоночному болиду проехать под летящим автомобилем, которым он управлял. В суперкаре же сидел россиянин Мартин Иванов, потомственный каскадер, известный по трюкам в боевиках о Джеймсе Бонде и Джейсоне Борне. Партнером Лотуса стала американская компания EMC, которая предоставляет гоночному коллективу IT-услуги. Фирма помогла рассчитать оптимальную скорость и угол въезда на трамплин. Кроме того, грузовик специально доработали для этого прыжка. Были усилены кабина, водительское сиденье и подвеска, а соединение прицепа и тягача было выполнено таким образом, чтобы автопоезд не сломался пополам. Грузовик разогнался до 113 км в час, точно въехал на рампу и пролетел рекордные 25,48 метра. Этого оказалось достаточно, чтобы под ним проскочил формульный «Лотус». Никто из каскадеров и организаторов трюка не пострадал. Лишь бампер и подвеска тягача получили незначительные повреждения при приземлении. Нюрбургринг-Нордшляйфе – грандиозная гоночная трасса в Германии для любителей быстрой езды. Протяженность маршрута составляет 20,8 километров. А резкие повороты и холмистые участки делают эту трассу крайне сложной и требовательной для гонщиков. Нордшляйфе еще часто называют «зеленым адом». Китайский профессиональный драйвер Хан Юэ решил преодолеть этот трудный маршрут всего на двух колесах. И нет, речь не о мотоцикле. Для заезда был использован английский мини-купер. На прохождение трассы в таком вот двухколесном положении у гонщика ушло 45 минут 59 секунд. Путь был полон трудностей. Мокрый асфальт, солнечный свет, бьющий прямо в глаза. Были и другие проблемы, помимо погоды. Юэ рассказал, что в начале круга он испытал странную вибрацию от задней шины, из-за чего ему пришлось поддерживать низкую скорость во время круга, всего около 27 км в час, или 17 миль в час. Гонщик также упомянул, что начал чувствовать боль в плече уже на четверти пути. Управляющий Нюрбургринга Мирко Марквард поделился своими мыслями о достижении мирового рекорда. «Мы очень гордимся тем, что Хан Юэ выбрал для этого Нордшляйфе, одну из самых трудных и сложных гоночных трасс в мире. Любите ли вы параллельную парковку? Она часто становится большой трудностью при вождении для новичков. В 2011 году немецкий каскадер Ронни Весселбергер смог вписать Volkswagen Polo в расстояние, которое лишь на 26 сантиметров превышало габариты автомобиля. Тогда казалось, что это рекорд всех времен и народов, но вскоре китаец Джен Дазонг сумел сократить это расстояние до 24 сантиметров. А итальянец Патрик Фолька доказал, что хорошему водителю нужно, чтобы длина парковочного места была больше габаритов машины всего на 22 сантиметра. В 2012 году китаец, о котором мы уже говорили ранее, Хан Юэ, решил, что и это слишком большое расстояние, и смог припарковать мини-купер S в пространство, которое лишь на 15 сантиметров превосходило длину машины. Это примерно равно размеру вашей ладони. Все эти водители, казалось, делают что-то невозможное. Рекорд за рекордом расстояние стремительно уменьшалось. И вот последняя отметка побита.
Сделать расстояние еще меньше просто нереально. Но профессионалы доказали обратное. В июле 2013 года британский гонщик Алистер Моффат припарковал машину в пространстве всего на 8,6 сантиметра больше, чем длина автомобиля. Но Хан Юэ это так не оставил. Он сократил расстояние до 8 сантиметров. Однако британец оказался действительно настойчив, и в 2015 году Fiat 500C под управлением Моффата филигранно уместился между двумя другими аналогичными хэтчбеками, и расстояние между ними превысило длину самой машины лишь на 7,5 сантиметра. На сегодняшний день именно эта цифра является мировым рекордом. Просто представьте, 7,5 сантиметров. Это невероятно. Кроме параллельной парковки, довольно сложным может быть и разворот автомобиля в ограниченном пространстве. Полицейский разворот считается одним из самых несложных трюков в арсенале автокаскадеров, если пространство для маневра не слишком ограничено. А вот развернуть машину на крохотном пятачке может только настоящий ас. Значительного успеха в этом деле достиг британец Алистер Моффат, тот самый, которому принадлежит и предыдущий рекорд. За рулем Subaru BRZ он смог развернуться между двумя рядами машин, имея запас всего в 2,25 метра. Свой рекордный заезд Алистер Моффат совершил в начале 2016 года. Предыдущий рекорд принадлежит ему же, но расстояние между рядами автомобилей превышало габаритную длину его машины на 2,5 метра. Те, кому хоть раз удавалось покататься на американских горках с элементами, где вагонетка делает полный оборот на 360 градусов, подтвердят, что «Мертвая петля» действительно захватывающий аттракцион, который способен доставить яркие эмоции и выброс адреналина. Не каждый решится прокатиться в кабинке такого поезда, даже при условии, что вы точно доедете и будете в безопасности, так как до вас это делали другие люди сотни раз. А вот британский каскадер Терри Грант стал первым, кто покорил мертвую петлю высотой 19,08 метра на автомобиле. В сентябре 2015 года английская марка Jaguar праздновала свое 80-летие и в честь этого организовала грандиозное шоу. Для этого соорудили две гигантские цифры – 8 и 0. Причем последняя представляла собой эстакаду в форме мертвой петли. Кроссоверу F-Pace предстояло проехать по ней вверх колесами. Такой кульбит на обычной серийной машине выглядит невероятно, хотя с точки зрения физики тут все объясняется довольно просто. При движении по петле британский каскадер Терри Грант, управляющий этим Ягуаром, испытал вертикальные перегрузки в 6,5 G. То есть центробежная сила, прижимавшая автомобиль к поверхности эстакады, превысила массу самой машины более чем в 5 раз. Сами по себе колеса не стремились оторваться от поверхности. Но Терри Гранту требовалось очень четко следовать осевой линии. Иначе, даже при легком касании боковых барьеров, автомобиль быстро потерял бы скорость, а с ней и центробежную силу, удерживающую его на эстакаде. Когда-то коллекционные машинки Hot Wheels со своей телерекламой были на пике популярности, но привычные всем рекламные кампании уже давно ушли в прошлое. Поэтому в 2011 году представителями Hot Wheels было сделано объявление о предстоящем невероятном шоу. На гонках Индианаполис 500 возвели трассу в точности копирующую оранжевый игрушечный трек. Инженеры потратили больше года на планирование и строительство такого необычного объекта в натуральную величину. На предстоящем шоу неизвестный пилот должен был совершить нереальный прыжок на четырехколесном средстве. Личность водителя до последнего держали в секрете. И вот 29 мая 2011 года за рулем желтой машины оказался американский автогонщик Таннер Фауст. Автомобиль подъехал к практически отвесной дороге, по высоте равнявшейся 10-этажному дому. Зрители затаили дыхание. Начав движение, желтая машина уже через минуту достигла скорости в 170 км в час, или 105 миль в час, на которой она и взмыла с трамплина.
Пролетев целых 100 метров, без труда преодолев разрыв между двумя частями трека, машина успешно приземлилась и остановилась без повреждений. Этот прыжок стал новым мировым рекордом в длину и был также занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Трюки выполняются не только ради мировых рекордов. Так, конечно, может показаться на первый взгляд, из-за изобилия самых быстрых или ловких гонщиков в нашей подборке. Но будет несправедливо не упомянуть некоторые случаи, в которых каскадеры рисковали своей жизнью ради искусства. Речь идет о кино. Автомобильный трюк из фильма о Джеймсе Бонде «Человек с золотым пистолетом» 1974 года считается одним из самых безумных и впечатляющих в истории кино. В нем машина под управлением Бонда в исполнении Роджера Мура совершила прыжок с переворотом через реку. Для трюка использовали специальную рампу, которая была построена так, чтобы запустить автомобиль в воздух под нужным углом. Водителю-каскадеру по имени Бамс Уильярд нужно было врезаться в трамплины с определенной скоростью, чтобы выполнить штопор в воздухе. Трюк был невероятно опасен, требовал тщательного планирования и подготовки. Создатели фильма использовали несколько камер, чтобы запечатлеть его с разных ракурсов, а уже отснятый материал был смонтирован в одну сцену. Все получилось. Этот легендарный трюк установил новый стандарт боевых сцен в фильмах и вдохновил бесчисленное количество подражателей. Например, Адриано Ченни, который на конкурсе Wildmans сделал нечто похожее на своем автомобиле. Он выполнил прыжок с трамплина, и в этот момент машина совершила поворот в воздухе на 360 градусов, а затем приземлилась ровно на колеса. Дрифт – это техника управления автомобилем, при которой задние колеса теряют сцепление с дорогой, и автомобиль начинает скользить боком. Водитель умело контролирует это состояние, регулируя угол скольжения и направление движения. Рекорд по самому долгому дрифту принадлежит немецкому гонщику Харальду Мюллеру. В июле 2014 года он выехал на круглую асфальтовую площадку в турецком городе Самсуне и пустил купе Toyota GT86 в глубокий занос. Скольжение не прекращалось круг за кругом. Остановился автомобиль только спустя 2 часа 21 минуту и 58 секунд, пройдя таким образом в непрерывном заносе дистанцию в 144,126 километра. Если заезды по самому долгому дрифту проводят на серийных или почти серийных машинах, то для самого быстрого дрифта требуются аппараты посерьезнее. Самый свежий рекорд установлен в апреле 2016 года на специально подготовленном Nissan GT-R Nismo, мощность которого повысили с 600 до 1500 лошадиных сил. За руль сел чемпион Японии по дрифту Масато Кавабата, и ему удалось отправить суперкар в управляемый занос на скорости 304,96 км в час. Угол заноса при этом достиг 30 градусов. В руках непрофессионалов автомобильный дрифт может быть опасным инструментом. Однако этим гонщикам удалось показать верх мастерства и справиться с трудностями. В 2008 году каскадер Лю Соджу, известный в Китае как король автомобилей, сделал действительно уникальный трюк. Он проехал 230 метров над рекой Мила в городе Пиндзян по 2 натянутым стальным тросам. Высота, на которой были натянуты эти тросы, 45 метров, помимо всего прочего, сделала этот трюк действительно захватывающим и рискованным. Само по себе вождение автомобиля по тросам требует невероятной концентрации, баланса и мастерства. Лю Соджу должен был точно контролировать скорость, управление и равновесие автомобиля, чтобы успешно преодолеть этот невероятно сложный маршрут. Водитель, кроме того, постоянно поддерживал связь с организаторами трюка по радио во время поездки. Это позволяло координировать действия и быть в курсе любых изменений или проблем, следить за ситуацией не только изнутри, но и снаружи. Последние минуты трюка были наиболее трудными для Лю Соджу из-за крутого склона и ограниченной видимости. Водителю пришлось делать вынужденные остановки несколько раз на конце маршрута, чтобы оценить ситуацию и подготовиться к дальнейшим маневрам. Подобные трюки сопряжены со значительными рисками, и каскадеры подвергают себя огромной опасности.
Успешное выполнение такого трюка свидетельствует о выдающемся профессионализме водителя и его преданности своему делу. Мы уже рассмотрели здесь самые длинные, высокие прыжки. Но что, если приземление запланировано не на соседний трамплин, а в реку? Кенни Пауэрс, известный гонщик и каскадер, в 1979 году согласился на безумную авантюру. Ему предстояло перепрыгнуть реку Святого Лаврентия в автомобиле Lincoln Continental с ракетным двигателем. Интересно, что выполнить этот трюк изначально должен был другой каскадер Кен Картер, хороший друг Пауэрса. Но организаторы посчитали, что тот сомневается в прыжке и не станет в нем участвовать. И в последнюю минуту каскадер был заменен. Высота трамплина, с которого Кенни собирался прыгнуть, была настолько значительной, что падение с нее в воду могло бы сравниться со столкновением упавшего с 10-этажного здания автомобиля с землей. Это означало, что скорость машины на момент падения была огромной, а сила удара при контакте с водой могла привести к значительным повреждениям как для автомобиля, так и для водителя, и даже стоить ему жизни. Поэтому важным элементом трюка являлся тормозной парашют, прикрепленный к машине. Он должен был замедлить авто перед вхождением в воду с высоты, но раскрылся не до конца. Конструкторы не просчитали аэродинамику, и автомобиль развалился в воздухе, набрав скорость на вылете в 290 км в час. Трюк был выполнен, но не таким образом, которым был запланирован. Кенни Пауэрс упал в воду на огромной скорости, но, к счастью, выжил. Мужчина сломал 8 позвонков, 3 ребра и запястья. Последнее, что он спросил, когда его увозили на скорой: «У меня получилось?» Все трюки из видео выполнены профессионалами, а значит, не стоит пытаться их повторить. Жизнь и безопасность должны быть превыше всего. Спасибо за просмотр.